Хорошие мои, я вас приветствую на своем канале. Сегодня у нас расклад на тему, как прошла ваша чистка. Посмотрим, что чистили на новолуние, на 13 марта. И параллельно посмотрим, что будет вашим недоброжелателям, то есть что им пошло после ваших работ. Определяйтесь с вашим вариантом. Огонь, вода, земля, воздух. Наверное, сразу я сделаю выкладку. Почему-то мне так хочется. Кому что достанется, тому и достанется, да, как говорится. Так, на этой колоде я посмотрю, что вы счищали. На оракуле теней посмотрим, как прошла чистка. Как полагается, по нашим недоброжелателям, у нас на арене Таро Веретника. Если что, будем дополнять через Таро призраков, если что-то мне захочется узнать поподробнее. Итак, стихия воды. Сюда. Огонь сюда. Земля идет так. И вот воздух. Надеюсь, вы уже определились, каждый со своим вариантом. А начинать я буду со стихии воздуха. Почему так, не знаю. Но так хочется. И как всегда у меня давайте я их вот так вот и положу. Остальные три варианта. Итак, стихия воздуха. Я вас приветствую. Давайте будем смотреть, что вы здесь почистили. Смотрите, у вас был такой момент, когда вот вы короче говоря, были ситуации, когда происходило что-то резко, внезапно.
И вот вы эти моменты убирали, они вам как мешали двигаться к вашему солнцу. Здесь больше вы как, не знаю, я, ну, днем это вы делали точно. Ритуал. Вы здесь как чистили самого себя, в каком плане вы ищете себя, понимаете? Здесь вы хотите больше понять, принять, узнать самого себя. Еще здесь идет такой момент, кто-то как узнал, что идут атаки, и знаете, вот психанул, почистил себя и сказал: да нет, больше так не будет, как было до этого, надоело. Возможно, вы, кстати, игнорировали какие-то предупреждения извне, из-за которых потом и происходили вот эти внезапные, знаете, как, ну давайте назовем так, как наказания. Где-то идет зачистка вашей гордыни. То есть посмотрите, с какой стороны она у вас там подвылазит. Убирали, вы хотели вот убрать именно вот эти моменты, которые мешают вам продвигаться. Вот эти вот падения, знаете, вроде как идете вверх, потом оп, и что-то сорвалось. Вам как надоело, что оно у вас циклично происходит, да, вроде бы как все нормально, все продумал, все логично, но что-то досрывается. А знаете, что срывается? Здесь момент по поводу того, что в вашем окружении есть люди, которые силой либо обманом на вас действуют. Помимо этого есть еще для некоторого процента смотрящих этот расклад, здесь есть еще момент того, что люди отказываются от тех благ, которые добывались силой или обманом. Вы могли как участвовать, так и быть, собственно говоря, инициатором таких моментов. И тут так интересно, вы прям отворачиваетесь от этого всего, как уходите в себя, в познание в себя, да. Кто-то как наказание поотправлял недоброжелателям. Вот реально кто-то отказался от каких-то ненормальных видов заработка, нечестных. И куда вы там? В знание, в мудрость, кто-то в изучение подался той же магии эзотерики, хочет открыть тайны. Да, здесь люди пошли в практиков, ну, короче, в изучение вот этих всех моментов по оккультизму, по эзотерике. Кто-то обратился к наставнику за помощью, за поддержкой. Да, здесь за чисткой вы обращались. Те, кто не обращался, здесь... Да, здесь вам именно как родовая система помогла. Но я бы больше склонилась к тому, что кто-то из вас все-таки больше здесь люди обращались. Так, хорошо, что почистили? Ну да. Здесь получается, как вами манипулировали однозначно. Вольты могли быть на фотографии, на ваш биоматериал работы еще могли проводиться.
Вы открываете в себе свою силу, мудрость, подыскиваете ключи к пониманию, а кто же вы есть. Здесь вот именно этот момент, кто вы есть. Огнем работали, отжигами. Здесь все же, знаете, вы разваливаете некую систему, в которой вы находились. Но она вас в итоге ни к чему хорошему не привела. Здесь кому-то род помогал, кому-то места силы. Уж смотрите, кто где работал. Так. Вот, понимаете, вроде бы все, но еще что-то хотят сказать. Здесь хорошо чистка прошла. Как если обращались к кому-то, отлично. И если сами по родовой системе, да, сотрудничество, тоже хорошо. Ну вот чего-то как будто бы не хватает, понимаете, еще что-то хотят сказать. Как прошла чистка. Вот все, что делано на вас, что я перечислила, да, там фотография, вольт и тому подобное. Вот, или же вы как будто использовали, да, вот эти моменты для того, чтобы счистить себя. То есть, может, кто-то со своей кровью, кстати, работал здесь. Да, здесь род помогал, родовая система вам помогала, ребят. Работы в дорогах были. И вас вот эта группа лиц вечно ставила над выбор. И вот это вы почистили. И вы стояли перед выбором, чиститься, не чиститься, надо, не надо, меняю я свою жизнь или не меняю. Ну вот что-то в этом аспекте. Так, что вашим недоброжелателям? Вы исцеляетесь от лицемерных личностей, ребят, от лицемерных ситуаций, понимаете? Ну, ситуации у нас люди создают, да, и здесь у вас защита. Помимо чистки у вас еще здесь и защита. Защита. От темных защита. От светлых помощь. Вообще хорошо. И с теми силами отлично. То есть все программы, которые на вас были деланы от лицемеров, ну, вы исцелены от этого. Чистка у вас хорошо прошла. Да, вы отреклись. Вы, кстати, здесь с кем-то могли разорвать отношения, контракт, сотрудничество, да. То есть здесь вы прям отреклись от человека и счистили из себя все вот это вот. Вопрос в том, будет ли он делать это, ну, уже второй, как говорится, другая история. И все-таки хочется на вот этой колоде мне посмотреть, знаете, как дополнение для вас, да, давайте, в принципе, здесь все понятно, но все равно хочется как-то вот достать чего-то. Значит, мы будем это делать. Так, ну что для вас нужно знать? По менталу неплохо, хорошо. Кто с ножами, атамами работал, отлично. С колющими, с режущими. Все по справедливости. Причем такой конкретно. По справедливости это все делали. Огнем, водой, атомами, кровью работали. Однозначно. И я вам хочу сказать, что если ситуация... Здесь, во-первых, по чакре, по четвертой, по сердечной вас ударила. И здесь вы по справедливости все это сделали. Вот то, что вы счистили и отправили. Но это мы еще отдельно, я посмотрю, ролик запишу, что там... отправили. Хотя нет, давайте-ка я не буду записывать отдельно в этой конкретной ситуации. Раз по справедливости,
что отправили. Борьба у вас там была с этими людьми. Что вы отправили? Что вашим недоброжелателям теперь? Недоброжелатели будут от чего-то уходить, отрекаться. Рабочие моменты вот сквозят вообще очень сильно. Здесь может быть и бывший, и его семья, как бы, или ваша общая семья тоже может такое быть. Слушайте, ну рабочие моменты. Ребят, все-таки рабочие больше моменты. Этот человек как уходит из вашего поля окружения, то есть вы, может, и работу сменили, да, ушли от ненормального работодателя. Причем этот человек еще магией занимается. Что ему? Он больше в магию уходит, забивая при этом на свою работу. Понимаете, на те вещи, которые он должен выполнять, для того, чтобы у него все было хорошо. Человек будет переосмысливать свою жизнь, это однозначно. После вашего ухода он будет анализировать и думать. Он то ли вас обольщал, то ли еще какую-то другую женщину. Если рабочие моменты на два фронта, и вашим, и нашим, знаете, чтобы и поиметь, и кинуть, и ну, себя не обидеть, да. Этот человек будет теперь, его будут учить ценить то, что у него есть. И его заставят переоценить то, что он потерял с вашим уходом. Все планы, которые он строил по поводу ритуалики и магических воздействий, мягко говоря, будут обречены на неудачу. Но это мягко говоря. Ему придется теперь сражаться за свои блага, за все. Короче, если раньше ему давалось все проще, теперь нужно будет, ну я не знаю, раз в 100 больше усилий прилагать. Да, что касаемо сотрудничества с кем бы то ни было, в любой сфере, магия, физика, духовные аспекты, не суть важно, придется очень много вкладывать. И знаете, что ему будет тяжело даваться поиск новых сотрудников, нового сотрудничества, новых, так сказать, людей, которые... Вот раньше в его пространство приходили люди, которые приносили ему то, что нужно. Деньги, здоровье, счастье, я не знаю, радость там, да, и тому подобное. Вот теперь этого сотрудничества не будет. Люди будут уходить, он будет терять, короче говоря, источники своих благ. А источниками для этого человека являлись именно люди. Понимаете, он не из тех людей, которые внутри себя эти источники открывают. Ему проще их содрать с кого бы то ни было. У него там разрушение иллюзий будет, подлости ему будут, разочарования отправлять. Любовная магия тоже будет на него одета. А за что? Ну, он как-то узнает о том, что его в жертву приносят. Смотрите, ваш вот этот недоброжелатель, он, короче, тоже прокачанный. Ему покажут, что на него идет и мороки, и неупокоенные к нему в гости программы пришли.
из этих мест, да, ему, кстати, еще будет известно, что связь с предками рода разорвана, дары судьбы перекрываются. То есть, понимаете, человек одевает на себя чужие проблемы. Это расплата. Знаете, за что ему тут приговор еще идет? Я так предполагаю, вы здесь не одна, вы не одни пострадавшая сторона. Все его плоды в нищету уходят. Все, что не захочет, да, чего не захочет добиться, не будет у него. Тут человек очень много скрывал, короче, много подводных камней устраивал. Причем, знаете, как абсолютно любому, в любых договорах, в любых каких-то там других моментах врал. И вот за это будет ему а-та-та. Вот так вот у нас по стихии воздуха. И знаете, тут тоже человек не пальцем деланный, но, видимо, вы уже оказались как последней каплей в той копилке деяний, которые он совершал. Здесь, кстати, знаете, что может проходить? Интернет-переписка, ну, допустим, тоже там были моменты. Если любовного плана, то там были обманы, хитрость, манипуляции. То есть вводил заведомо людей в... Ну, вы поняли, короче, да? Ложную информацию давал. Вот, это я сюда забираю. И вот эти дополнительные карты я тоже заберу. Они нам еще пригодятся. Если по договорам, то же самая история. Вот знаете, мне вот идет картинка, вот переписка, но это деловая переписка, именно через почту, да, через мессенджеры, вот что-то такое. И одному говорит одно, второму второе. Как бы, знаете, бывали такие случаи, когда те двое сталкивал их лбами, да, а сам как бы не удел оказывался. Ну, короче, вот такой вот персонаж забавненький. Стихия воздуха. Интересно у вас тут. Благодарю вас за просмотр. К стихии огня теперь буду переходить. Ориентир вам. Так. Давайте посмотрим, что у вас здесь, что вы чистили. Ну, здесь магия была на вашу связь с родом. Матерь Божья, да? Хочется мне что-то ляпнуть так. Кто через, давайте так, церковный эгрегор, да? Вот, чтобы обобщенно работал. Здесь прям хотели вам все это перекрыть. Вы как от очень деструктивной энергии освободились. От человека, который, знаете, как притягивал вас к себе, очаровывал. Оригинальная персона, но с сомнительными моральными устоями. Человек беззаконие творит. Помимо этого, здесь, возможно, вы отказались от каких-то пагубных привычек, да? Ну, по дьяволу, сами понимаете, это искушение материальными, так сказать, всякими нашими там прихотями, желалками разными.
И вы как бы от этого отворачиваетесь и начинаете смотреть, так, откуда же дует ветер. И здесь у кого-то прям кому-то делали, чтобы вы не верили в себя, не верили и в свой дар, и в то, что у вас что-то получится. А ну-ка, мне хочется посмотреть. Магию счищали, знаете, вы как вы вот отвернулись от деструктива, но еще решаете какие-то моменты с тайнами, да, с какими-то иллюзиями, анализируете ошибки, анализируете почему, для чего, когда вы с кем-то вот встретились, да, сошлись в своей жизни. И, короче, вы носите уроки из этого. И у вас еще был очень трудный и долгий поиск и самого себя, и ответов на все ваши вопросы. Что вы счищали? Здесь, если кто в паре был, вы как будто в отношениях были все равно одиноки. Для большинства здесь проиграется то, что вы не могли встретить вторую половину свою. Вы через вот эти влияния, через эту магию нашли себя. Вы как вышли в духовность. И да, здесь четко я вижу, вы либо отказались от человека, который на вас пагубно влиял, либо же это пагубные привычки, пристрастия, да, допустим, стиль жизни, который, ну, явно ни к чему хорошему вас не привел, а вам пришлось по итогу решать проблемы. Вам тайны открываются. Да, здесь очищение идет. Здесь прям очищение хорошее такое пошло. Пусть это так будет. Давайте посмотрим, что у вас здесь. Здесь с высшими силами вы работали. Связь с родом налаживали. Как ваша чистка прошла? Отлично прошла. Здесь ситуация с прошлым завязки. Завязки с прошлым. Вот так вот. Свечами работали. Хорошо поработали. Вы здесь почистили неверие в собственные силы. Вот, что бы вы там ни делали, хорошо все сделали. Особенно ваш заговор хорошо пошел. Так, недоброжелатель не один, группа лиц. Но еще от них влияние есть. Люди вообще очень не хотят, чтобы вы вышли на свое предназначение, потому что вот перекрывают вас, знаете, как в клещи взяли. Люди из прошлого, люди много чего там начитывали на вас. Причем в циклы работали, ну, в лунные. Могли, ну вот проследите, если у вас есть такая возможность, что происходило на новолуние и на полнолуние, да, как вы менялись, как вы себя вели. Очень им не хочется, чтобы вы поднимались по вибрациям. Но у них тут идет сломление воли теперь уже. За счет того, что вы пошли вверх, у них ломается воля. И, кстати, здесь на них влияют тоже не один человек, там группа лиц. И, кстати, даже эта группа лиц могут быть как оборотни в погонах, мне идет фраза.
Здесь предки, духи рода и высшие силы вместе вам дадут, короче говоря, будут еще циклы происходить, то взлеты, то падения, но вы свою победу возьмете. То есть вы одержите верх. Что там вашим недоброжелателям? Они к кому-то обращались, и там тоже им придется, знаете, в чем? Может, уже не будет денег обратиться и что-то на вас заказать. Ой, ну будет выбирать или дальше залазить, не... Короче говоря, либо качать с вас ресурс для собственной стабильности и будут больше входить в деструктивные энергии, либо же здесь им нужно будет, знаете, что выбрать? Выставить себе защиты. Будут выбирать, но вот выбор показывают мне. Здесь у вашего недоброжелателя еще будет ситуация с треугольниками. Отношения будут очень тяжело даваться. И знаете как, здесь он будет о ком-то заботиться, а тот человек его подставит. Ну просто, знаете, использует его и выбросит. Да, здесь будет расставание, но не просто расставание, там и стагнация сразу, и непонятно, что толком ожидать от своего будущего. Начинания все у вашего недоброжелателя тоже могут посыпаться. Очень много иллюзий, самообмана. Для некоторых проиграется так, что если ваш недоброжелатель мужчина, то у него будет на 5:30. Если же ваш недоброжелатель женщина, значит это у ее мужчины будет это все. Ваш недоброжелатель еще будет как-то пытаться спасти вот эту вот всю ситуацию, да, какие-то варианты предлагать для своего партнера. Но здесь, смотрите, здесь идет разрыв отношений. Может, кстати, магию делать. Короче говоря, ваш недоброжелатель входит в свои обороты. Знаете, все дальше и дальше погружается, короче, в магию. Ему бы нужно было бы посидеть в одиночестве и подумать над тем, вот сделать тот же анализ жизненного своего пути, который делали вы. Понимаете? Проанализировали, да, откуда ветер дует, почему, где я налажал, где я неправильно поступил, да, где кто-то был виноват, а почему я вообще с этим человеком связался, встретился. Вот это нужно сделать и вашему недоброжелателю, а он, наоборот, сломя голову, знаете, как в еще большие обороты будет себя загонять. Ему будут ломать волю через его чувственную сферу, давайте так скажу, через партнера. Через партнерские отношения. Ну,
Ну, видимо, то, что вам делал, то как бы пришло время, так сказать, расплатиться за это, да. Вот так вот, стихия огня, у вас дела обстоят по чистке. Итак, стихия земли. Смотрим, что у вас. Давайте-ка поглядим, что вы там чистили. Обалдеть. Стихия земли, но здесь финансовый канал, прочистка. Причем по справедливости возвращаете себе весь тот рост, который был у вас. Вот понимаете, не просто сворован, мне идет слово вот прям конкретно, пардон, меня спиздили. Здесь у вас идет рост, ваш духовный, новые хранители, нравственное ваше обновление, ваше посвящение, исцеление, духовное возрождение и переход к совершенству. Здесь и это по справедливости. Короче говоря, вы закрыли какой-то свой кармический урок. У кого была ситуация с законодательной системой, вы здесь как освобождаетесь от этого, то есть суды будут заканчиваться. Не совсем то, что вы хотите, вы получаете по решению суда. Но, в принципе, знаете, как для баланса Вселенной, в принципе, нормально. Так, это у кого судебные вопросы были? Что вы еще почистили? Вы здесь избавляетесь от страданий. Кому-то, возможно, обращались. Да, здесь чистка, вы обращались, тоже могли обращаться. Если не обращались, здесь род ваш вам помог. Да, здесь что-то циклично повторялось, но теперь, давайте так, птица удачи на вашей стороне. И здесь еще, знаете, как может быть, легкие деньги у вас. Либо, знаете, как прорыв в чем-то. И кто-то подумает, что это как незаслуженное, но оно, знаете, как нежданно случится. Вы вот использовали или используете благоприятный момент для себя. Для того, чтобы эту птицу удачи, так сказать, ухватить. Так. Ну да, здесь конфликтная какая-то ситуация, она по кругу ходила. Причем она была связана с тем, что пытались ваши защиты содрать. И лишить вас ваших охранцов. Здесь фамильяры могут быть и тому подобное. Здесь теперь защитники на вашем финансовом канале стоят. Но все же я хочу уточнить, как прошел этот момент с конфликтом. Ну, вас хотели в жертву принести, да, чтобы вы там сидели в самобичеваниях. Да.
Хорошо ритуал прошел, потому что работа на кладбище, скорее всего, могла быть. И если нет, значит, с духами рода вызывали их по другим каналам. Неплохую жертву им дали, ну, то есть подношения, требы. Договора заключили. И для своего обновления, короче говоря. Хорошо прошло. Но все же мне не показывают то, что я хочу узнать. Вот что это за конфликт? Ездить нужно было, там группа лиц. И знаете, а что с этим? Слушайте, здесь все-таки мне проходит, вот понимаете, больше как судебные моменты. Потому что нужно было куда-то ездить, решать эти вопросы. И этот конфликт, там истину как пытались скрыть от вас. Но в итоге все как будто высветилось. У кого по финансовому каналу, здесь в принципе то же самое. Вот конфликты, которые у вас были, да, с поступлением денег к вам. Неважно, работа, либо это ваш бизнес. Я беру в целом финансовый канал. Здесь вы ездили. Ну, мне больше кладбище идет, ребят. Мне больше идет кладбище, что вы ездили. Там вам род помог себя почистить. Блин, смотришь за одно, поток за другое уже передает. Кто-то здесь решал вопросы именно с бывшими своими партнерами. И как выбирали, либо же, знаете, кармический вопрос свой закрыть, либо продолжать вот чиститься от каких-то воздействий. Либо думали, может, вас как-то пытались склонить на свою сторону, да, а вы не повелись на это и поехали чистку делать. Ну вот что-то в этом вот роде идет. Так, что там по недоброжелателям? Новости от них вы получите. Вот тут забавно. Нет, даже не так, даже вот так хочу. Смотрите, вариантов несколько. Ваши недоброжелатели вас сканируют и узнают, что у вас есть защита для того, чтобы, ну, выйти на новый уровень доходов, да, у кого-то это повышение, у кого-то это прирост, там, денег, бизнес развивается, да, новые филиалы открываете. Что недоброжелателю? Ну, здесь мужик вылазит, вот, пожалуйста. Мужик, который хотел бы быть выше вас в денежном аспекте. И этот мужик узнает о том, что вы сделали себе защиту. А у него параллельно с вашей работой, вот вы пошли, поехали, порешали, да, почистились. А у этого... Здесь мечевой король выходит. Девочки, не буду заострять внимание, кто такие мечевые, вот эти все короли. Думаю, вы, если что, ознакомиться можете, да. Такой холодный,
говнистый человек, вот как я сказал, так истина прям глаголит, да, и по-другому никак. Человек, работающий с металлом, с любым проявлением металла. Вот так. Теперь ему придется бороться за свои деньги. Но понимаете, как интересно-то? Здесь вот третий поток уже у меня подключается, потому что для кого-то это бывшая, для кого-то ситуация с работой, для кого-то это вопросы с законодательством, то есть судебные моменты решаются. А вот еще один момент идет, знаете, как будто вы идете своим путем, а этот мужик по какой-то причине решил, что вы для него представляете опасность. Вот так вот. По какой причине он на вас? Слушайте, ну рабочие моменты, знаете по какой причине? Потому что вы концентрация благ, денег, привлечение людей, привлечение достатка. Это рабочие моменты. Это не личные, а рабочий момент, девочки. Он знает о вашей связи с родом. Пытался, видать, что-то своровать и нифига не получилось. Разочарован в том, что сотрудничества нет. Но знаете, он либо к кому-то обращался, либо же здесь идет такой момент, что пытались вам данные блага от рода перехватить на себя. Может предложить, кстати, сотрудничество. Ну вот, пожалуйста, для некоторых вот идет один поток, теперь другой встает. Это может быть бывший партнер, который предложит опять, допустим, да, сойтись или как-то там, ну вот знаете, переключить вас со справедливости на кубковую масть, то есть на эмоции, там, знаете, как-то вас заинтересовать, подвлюбить в себя. Проявит, знаете, какую-то вот инициативу. В общем, ладно. Итак, все же, что же этому человеку еще? На кого из вас влияли в плане обольщения, привлечения к себе? Вот эти все моменты будут уходить. И за эту магию на вас человек сам в это все... Он, знаете, как, ну, хотел, чтобы вы за ним поувядали, да, а в итоге он как подвлюбится и сам в эту отработку попадет. Крадники на него будут нацеплять, различные люди, и в стагнацию он будет входить. Здесь еще какая-то королева мечей может на него воздействие делать. Может, не тому человеку дорогу перешел, потому что, да, она там побеждать его будет и в отшельника загонит. Кто эта королева, я не знаю. Может, это его какая-то новая, старая подруженция. Если это рабочие моменты, да, и вот ваш недоброжелатель мужчина по работе, там, значит, другая женщина, именно бизнес-леди такая, которая ему, ну, конкретно поднавесит, то есть крадник ему сделает. Он, видимо, на нее ставки делал, а там такая тетенька, пальчик в рот не клади. Ой, слушайте, девочки и мальчики, здесь ваш недоброжелатель, кем бы он ни был, здесь предки, духи его рода принимают решение допустить в его пространство подселенцев и допускать на него, ну, различные атаки извне от других людей, да, как я уже сказала, вот тут крадники будут идти.
и захотят, чтобы он через определенное искушение прошел. Смотрите, ваш недоброжелатель к недоброкачественному мастеру обращался. И знаете, как мне хочется сказать, не вникал в смысл работы, в качество человека, да, какими методами, что привлекается в жизнь вашего недоброжелателя. И здесь получается, как наставник этот, ну, привнес свои моменты. За защитами к нему обращался. Возможно, начнет обращаться к нему же, для того, чтобы вот эта вся подлость ушла из его жизни. То есть, ну, на чистку пойдет. Но дело в том, что чистка не получится. Вот смотрите, наблюдайте, если есть такая возможность, за событийным сюжетом жизни вашего недоброжелателя. У него здесь резко падение его статуса, падение в работе, лишится какой-то части бизнеса, закроет что-то. Но это ему урок. По отношению к вам у него был скрытый умысел. Кладбищенская работа. Хотел ваши блага себе. Вот за это и попадает в отработку. А что там, мне интересно было бы все-таки... Вот знаете, вот тот мастер, к которому обращается ваш недоброжелатель, вот бывает хорошо работа сделана, а бывает вообще, ну, сикость-накость, понимаете? И такое впечатление, что человек то нормальный, вот этот практик, то вообще невменяемый, к которому обращается ваш недоброжелатель. Тот практик очень, ну, из-за своей жадности пострадает тоже. И у того практика тоже есть как наставник. Либо, знаете, как может не наставник, но где-то у кого-то что-то подсмотрел, как-то вот, или обращается прям. Но тоже не совсем уравновешенный персонаж. Ваш недоброжелатель тут, конечно, неплохо сербнет. У него только-только все начинается. Вот у меня идет, знаете, какой вот еще какой момент. Он не ожидает вообще, и я даже вам скажу больше, он до определенного момента не будет понимать, что это, знаете, вы стали как спусковым рычагом для вот этих всех событий. Вот его... действия в вашу сторону, которое он предпринял, и запустили вот это все. И он вообще и подумать не может, что это за вас так его наказывают и штрафуют. Вот в чем еще.
так сказать, секрет. Но у вас здесь, конечно, колоссальные трансформации идут после чистки. Здесь люди уже приличных вибраций меня смотрят. И вот ваш недоброжелатель реально словил нежданчик. Он еще очень долгое время будет сидеть и подбирать свою челюсть с пола, пока он там решит эти вопросы, пока до него еще там, я не знаю, может не 1 год пройдет, пока он смекнет, откуда ему прилетело, и смекнет ли вообще тоже здесь под вопросом, ребята, потому что если вы будете и дальше повышать свои вибрации, то вы просто под непроглядами, и смотри, не смотри, получишь, знаете что, да, там. Ну, вы меня, короче, поняли. В общем, интересно там, так интересно, да. По этим практикам, по всем. Такое. Ну, такое. Итак, стихия вода, я вас приветствую. Вот мы добрались и к вам, смотрим на ваши чистки. Так, родовая система по линии отца. Офигеть. Итак, ребятки. Здесь подключение к родовой системе через вашего отца. Его ветка активировалась. Здесь работа на кладбищах. С миром мертвых могла быть. Если не кладбище, то с мира мертвых вышли именно как-то вот на это все. Вы счистили какую-то белиберду кладбищенскую, которая мешала вам получать блага вот именно из этого источника. Поняли, да? По линии матери мог быть актив, по линии отца пассив идет по родовой ветке. Вот здесь вот эти моменты были счищены вами. Кто-то может встретить свою вторую половину. Для кого-то решились вопросы с бывшими партнерами, да, с их влияниями на вас. Ну, то есть, когда вот эти вот неадекватные бывшие хотят, чтобы вы приползли, потому что, видите ли, он достойный такой, да, все шлюхи у его ног, как бы... А вы не шлюха далеко, и поднялись, и бизнес свой, и вообще замечательно живете. А как же ж это так? Вот надо отомстить, унизить, да, свою гордыню потешить. Ну вот такое вот недоразвитое. Вот эти моменты, которые его магия счищалась, но здесь именно родовая ветка отца прям орет мне. Вот все, заслоны сняты. Вот что вы счистили. Да, слушайте, здесь вот эта вся фиготня, из-за которой у вас ненормальные партнеры были, вот эта вот фигня счистилась. Вы причем с темными на кладбище работали. Другую, ну, здесь я вот это вижу, короче говоря. Хорошо все прошло. Смотрите, ребята, вы... Я бы не сказала, что вы что-то прям зачитывали. Вы как будто просто разговаривали, общались. Кто на могиле отца работал, да, либо там по его роду с кем-то. Вообще отлично связь. У меня вот идет, что вы просто как разговаривали, общались. Это тут работа с темными однозначно. С темными моментами. И у вас очень хорошо все прошло. А что вашим недоброжелателям? Вашего недоброжелателя кто-то очень хорошо молокососит. То есть его обсуждают. Видимо, есть что обсуждать. Где-то подобосрался в обществе. Здесь человек, получается, узник своих же деструктивных программ, которые были насланы на вас. Возможно, он через интернет кому-то обращался. Но он, понимаете, он как зависим.
Он зависит, знаете, от чего? От того, что его бесит, что у него нет того, что есть у вас. Вот так вот. Он себе напридумывал абсолютно другую жизнь и сюжет этой жизни себе и вам. Понимаете, чистой воды выдумки. И он живет и верит, что это и есть непоколебимая истина. Возможно, ему там опять же таки якобы какой-то практик когда-то рассказал об этом. Ну, короче, залили ему в уши то, что тогда ему хотелось слышать, дабы он платил денежки. Ну, знаете, вот здесь больше как-то и мне и досматривать ничего не хочется. Здесь все настолько четко, понятно. Здесь люди меня сейчас смотрите, вот вы, которые, вы уже практиками можете быть. Пришел, сделал, победил, все. Пробка какая-то там вылетела по родовой ветке отца, окей. Идем дальше. Понимаете, у вас, я бы не сказала, что у вас конкретно стояла цель этого добиться. Вы просто идете своим путем. Да, тоже карта отца. Слушайте, здесь вы наладили связь с родом вашего отца, девочки и мальчики. Для мальчиков, прям здесь истины были, в дорогах это все происходило. Освобождение у вас идет. Слушайте, здесь прям освобождение бывшие для девочек, для мальчиков неадекватные друзья, которых вы считали друзьями, да, допустим, и помогали, и на выручку там приходили, да, и, ну, человек быдло, короче, просто, ну, не давал вам столько, сколько вы давали. Вот, и вот здесь вы освобождаетесь от вот этих всех деструктивных сценариев судьбы, которые связаны с неадекватными личностями мужского пола. Здесь вот для всех. И для девочек, и для мальчиков. Здесь качественно новые мужчины в вашем пространстве будут. Да, там, ну, свои моменты были. И привороты, и отвороты. Но вы взяли себя в руки, прошли свои уроки. Но конкретно вот в этот раз здесь работа прям на кладбище. Я вижу работу на кладбище, причем еще... О, как! Значит, глядите так, хозяйка кладбища вам дает классные защиты и новые знания, а хозяин кладбища всегда вас рад видеть, и ему нравится то, что вы приносите в дар, и когда вы работаете огнем. И он вас всегда ставит, знаете, на какой выбор? Давай так, либо сейчас и здесь ты получаешь новую силу, либо просто чистишься. Здесь вы проработали свои уроки кармические. Озвучивать всего здесь не буду. Кто практики, те по картам для себя информацию, я думаю, уже увидели и подсмотрели. Ну, это мне просто пришло вот такое, знаете, вот прям вот я еще, кстати, наверное, запишу вот этот момент. Хочу записать, как кому относятся именно хозяйка и хозяин кладбища. И высшие силы, и, короче, родовая система. Тоже вот такая вот мне пришла сейчас мысль. Значит, это надо записать. Давайте, чтобы вам стихия воды не была так
обидненько и досадненько, мы еще на вот этих вот картах давайте посмотрим для вас. Ну, здесь все просто четко и конкретно. Ну, что вашему недоброжелателю? Он дотрепался своим языком. Здесь будет полный фарш человеку, потому что если человек еще и не притормозит, ну, вот знаете, вот мне идет картинка, как будто бы его вот он стоит, впереди, перед ним железная дорога, да, рельсы. И ему как будто кто-то говорит: уйди, уйди с рельс, поезд едет. А он вот стоит, да, вот он, рельсы, и вот тут как скопление людей говорят: уйди. И получается, отсюда едет поезд, и он делает шаг вперед под этот поезд. Вот знаете, как человеком что-то управляет, его как бы кто-то даже хочет, да, вот, ну, спасти, а он как, ну, не в себе делает шаг под этот поезд. Это может быть как фигурально, так и, ну, конкретно картинка мне. Так что у кого там будет Анна Каренина, отписывайтесь, мне будет интересно почитать, реально ли так проиграется у кого-то. Да ну тут на человека будут, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это надолго у него, я вам хочу сказать. Он там еще себе блага с помощью колдовства хотел, наколдовать денежку хотел. Это надолго, там очень много людей будут его с разных сторон отклевывать. Он все к каким-то мастерам обращается, хочет себе даров судьбы, а получается, что попадает на всяких лжецов, на всяких неадекватных каких-то наставников, за расплатой. Ой, на кладбище будет, на кладбище на него навешиваются другие абсолютно вещи. Он приходит якобы там что-то делать, на него налетает еще больше деструктива. Хочет узнать, как с помощью магии себе открыть новые пути, получить власть и благополучие. Короче, вот так вот. А на этом пути еще, и чтобы еще всех его врагов, ой, сметала. Чтобы к нему люди сами хотели идти. Его через треугольники будут учить по-разному, девочки и мальчики. Смотрите, человек будет очень долго свой путь идти. Вот этот поезд, это все-таки было фигурально, но его просто в месиво сама жизнь превратит. Там очень много чего. Событие случилось, оно бежит к какому-то практику, что-то делают неправильно. Обратился, ну, вот, понимаете, этот человек, этот ваш недоброжелатель, он очень много лет вряд ли попадет к нормальному мастеру. Вот и все. И это тоже его своеобразный урок. Из-за жадности и из-за всякой остальной белиберды. Так, на вот этих картах. Ну, вы здесь королева мечей, вы в балансе находитесь. Вас хотели из этого баланса вывести. Да, чтобы вы в разочарованиях сидели, и чтобы вспоминали о прошлом. Угу. Из-за этого, как бы, ну, чтобы у вас пошло в минуса и достаток, и финансы, и ваши начинания, и ваша связь с родом. Вы здесь на новый уровень выходите. Здесь вы выходите на новый уровень. В работе, смотрите, в работе. Новые будут перспективы, новые договора, новые встречи, новые люди. По менталу вы прокачиваетесь, там новый у вас виток энергии.
Вот эти любовные вопросы, они все будут закрываться. По работе стабильность, вообще хорошо все будет у вас. Вашему недоброжелателю по любви там будут лупить, по его эгоизму. Будет беситься из-за того, что вроде как что-то планирует, а ничего не получается. Вечно приходится отстаивать свои границы. Панические атаки. К нему будет мир мертвых в гости приходить. Кстати, о вас напоминать, я так предполагаю. Если есть какая-то женщина, отношения будут обнулены, там очень много чего вскроется. Потому что думал, что человек... Короче говоря, встретил такую же помойку, как и он сам. Вот и все. На финансах крадники, мужики будут подсиживать. Если мужик, да, если женщина, ваш недоброжелатель через мужика, то же самое, по сути. В работе вообще, девочки, по финансовому каналу дно. По новым перспективам, новые, допустим, там начинания, новый бизнес, да, или по-новому открыть что-то. С новыми людьми заключить договора, просто дно. Здесь человек попадает в молотилку в полную. Хорошо, но это понятно, у вас здесь более серьезные вещи, как бы более серьезные вещи сняты. Давайте они для вас, я хочу еще посмотреть. Вам как бы та уже ситуация с вашим недоброжелателем есть, нету. У вас другие цели, у вас вообще путь кардинально меняется, ваш путь. Освобождение. Ну что здесь? Освобождение от прошлого. Девочки, ну ваша характеристика королева жезлов, семерка жезлов и король жезлов. Вы огонь. Понимаете? Вы люди, которые умеют анализировать причинно-следственную связь. У кого были вопросы с треугольниками, ситуация с треугольниками в вашей жизни, вообще с любыми, партнерство, отношения, друзья, рабочие моменты, здесь это все уходит. Были предательства, вы, возможно, знаете, как находились в отшельничестве и вообще не хотели ни с кем, да, как бы, и никого подпускать к себе, потому что понимали, что еще вот эти жернова работают. Вот эта ситуация разрушается у вас. Здесь перекрывали вам поток, через который вы бы обучались новому пониманию этого мира. Связь с родом, магические способности, ваша интуиция. Да, вас все время пытались выводить на конфликты, на то, чтобы вы тратили свои ресурсы, энергию и время на борьбу с вот этим недоброжелателем. И пока вы туда сливаете все, у вас не продвигается, так сказать, линия вашей судьбы. Здесь работа с темными силами. Сотрудничество с ними и весьма благоприятное и удачное.
Девочки, вы сейчас в трансформацию залетаете. Может отключиться радар восприятия. Не думайте, что это на вас влияние идут. Здесь у вас перенастройка вашего пространства. Может быть, даже, знаете, как, открываешь те же Таро и смотрим в книгу, а видим фигу, да, то есть, отключены все каналы связи небо-земля, давайте так скажем. Подождите, не паникуйте, возьмите паузу. Вот смотрите, карта мир даже открыла, вот так вот карта мир. Здесь новое сотрудничество, новая радость. Здесь, короче говоря, род вам еще приготовил какой-то подарок. Короче, не паникуйте, здесь у вас просто период трансформации. Дайте себе время, вот так вот мне хочется сказать, там для поддержания, да, каких-то моментов, делайте что-то из практики, но не, как вам сказать, не с надрывом, вот правильная фраза будет, не с надрывом, понятно? И будет вам чудо. Пройдет время, и там новые плюшки от Вселенной и от родовой вашей системы к вам прибудут. Так что вот так вот, ребятки. У нас сегодня получился такой вот расклад интересный. Пишите мне ваши комментарии, как у кого что проигрывается. Ну, а я вам желаю добра этого мира, как всегда. Пока-пока.